От пациентки. С конца апреля по нарастающей идут постоянные ежедневные значительные головные боли, головокружение, нечеткость фокусировки зрения. Двоение в глазах, субъективно, легкая заторможенность при переводе взгляда, очень легкое подташнивание без рвоты. Ежедневно стало прыгать ад до показателей 150/90, максимум было 180/90. При этом все предыдущие годы ежедневно от 115/70, частенько до 90/60, прием препаратов против ад никогда не был. При скачке ад идет прилив крови к голове, лицу, ушам, шее, озноб сильный, покалывание иголочком кончиков пальцев рук, колени, ноги. Ранее такого не было никогда. Травм головы нет. Ковид, ноябрь 2020 года, февраль 2022 года, без пневмонии, в достаточно умеренно легкой форме. МРТ сделано самостоятельно без направления врача. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 61 года. Дата исследования – 19 мая 2022 года. Область исследования – головной мозг, интракраниальные сосуды. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны, не расширены. Третий, четвертый желудочки мозга не расширены. Индекс Эванса 0,27. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла. Супрасилярная цистерна пролоббирует в полость турецкого седла, расстояние до хиазмы 10 мм, гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен, высота гипофиза 2 мм. Хиазмальная область без особенностей. Мастомы-жечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, умеренно расширены. Участков измененного МР сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричный, однородной структуры. Церебро-спинальный переход, миндалины мозжечка на 3 мм пролоббируют в затылочное отверстие. Данных за наличие онг и объемных образований головного мозга не получено. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования. Носовая перегородка S-образно искривлена. При МР-ангиографии артерий головного мозга, выполненной в режиме 3D ТУФ-ВЕТ, передние мозговые, средние мозговые, задние мозговые артерии, внутренние сонные артерии, справа и слева симметричные по диаметру и интенсивности МР-сигнала. Основная артерия расположена срединно. Задние соединительные артерии визуализируются с обеих сторон. Аневризм, артерия венозных мальформаций, признаков окклюзии и патологической извитости сосудов головного мозга не выявлено. В сегменте V4 позвоночные артерии асимметричны, D больше, чем S. При МР-ангиографии вен головного мозга, выполненной в режиме 3D с МРА-венограмм, диаметр парвого поперечного венозного синуса 7 мм, левого 3 мм. В остальном вены и синусы головного мозга обычные по диаметру и интенсивности МР-сигнала. Аневризм, артерия венозных мальформаций, признаков окклюзии и патологической извитости вен головного мозга не выявлено. Заключение. МР-картина пустого турецкого седла, наружной гидроцефалии, эктопии миндалин мозжечка, асимметрии позвоночных артерий, D больше, чем S, гипоплазии левого поперечного венозного синуса, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация невролога. 19 мая 2022 года доцент кафедры К. М. Н. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. В целом, в голове ничего страшного нет. Но есть признаки повышения внутричерепного давления. Это основная причина головной боли, тяжести в голове. Также снижен диаметр правой позвоночной артерии. Это снижает приток крови к мозгу, и снижен диаметр левого поперечного венозного синуса. Это затрудняет отток крови из головы. Все это также способствует развитию жалоб, что вас беспокоит. Искривленная носовая перегородка мешает нормально дышать, что уменьшает приток кислорода к мозгу. Эктопия, опущение миндалин мозжечка не опасно, но также может способствовать развитию проблем в этой зоне. Вам имеет смысл показаться неврологу.